Всем привет! И сегодня я буду строить, наверное, самую сложную модель этого года. Это модель от Hobby Boss. Это .U в 35 масштабе с полным интерьером, фототравлением и всем, что можно, что повысит детализацию этой модели. Так что, надеюсь, это видео у меня получится. До новых встреч! Переходим к сборке. Итак, передо мной набор от Hobby Boss. Это редкий гость на моем столе. И это российская ракетная установка «Точка». И интересно, что в классификации НАТО он начинается на буковку «С». Даже все ракетные комплексы такие в НАТО начинаются на букву «С». Но он называется «Скараб», что бы это ни значило. Так, и эта модель в 35 масштабе. По размеру коробки можно предположить, что эта модель просто огромна. И помимо всего прочего, также эта модель имеет внутренний интерьер. Мы можем это увидеть на боковичке, то есть мы будем полностью собирать и ракету, и рабочее место и водителя, и наводчика, и командира. И вообще этот комплекс сделан на базе автомобиля БАЗ, Брянский автомобильный завод. А в свое время когда-то конструкторы ЗИЛа разрабатывали это шасси и просто передали на пользование свои чертежи другому заводу. Это была распространенная практика в СССР. А купить все необходимое для моделизма вы можете в магазине «Модельная лавка». Там вы всегда сможете найти свежие модели от АВД и не только. А еще там гибкая система скидок и очень удобная доставка. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы сэкономите 500 рублей на свой первый заказ. И заодно поддержите регулярность выхода моих видео. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. И этот набор довольно дорогой. Он стоит в районе $100, где-то в районе 8-9 тысяч в рублях. И в чем невыгодность покупать модели от китайцев, так как они рассчитываются в долларах, поэтому у нас довольно они дорогие на нашем рынке. Открываем. Коробка довольно плотная. Внутри я уже начала собирать. И могу вам показать, как будет выглядеть нижняя часть и часть шасси. И действительно огромная модель. Довольно простая инструкция, хоть и с китайскими сносочками. В 39 шагов. И в процессе можно выбрать варианты сборки. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Детали, их тоже тут довольно много. Они на таких рамочках. И сделаны из такого желтого приятного пластика на самом деле. Также в наборе схема окраски. И очень классно, что здесь в схеме даже показано, как окрашивать внутреннее оборудование. То есть не нужно лишний раз искать в интернете, как выглядит эта точка изнутри. И, как правило, военные автомобили довольно сложно достоверно найти через поисковые системы их интерьер. И тут нам предлагаются красить разными красками, даже есть подсказки. Но я думаю, если вы имеете немножко художественного вкуса, то можно подобрать оттенки на свой вкус. И, как видите, нам предлагается аж целых 6 вариантов. Да, 6 вариантов окраски. Вместе с этим. И по схеме окраски, кстати, непонятно, какой вариант, для чего. Китайцы нам не подписали. Видимо, для того, чтобы что-нибудь спрятать. Не знаю. Догадывайтесь сами. Придется поискать эту информацию на просторах интернета. И также в наборе вот такой постер с описанием этой модели. И какие варианты еще есть разнообразной техники у фирмы Hobby Boss. Так выглядит верхняя часть.
Вот так вот двигатель. И в наборе также есть вот такие резиновые покрышки, в которых надо убрать средний шов. И они довольно качественные, имеют довольно реалистичный протектор. Также в наборе присутствуют фотоотравленные детали, довольно тонкие решеточки, которые нужно сформировать, я так понимаю, какие-то детали. И металлический трос. И также очень интересно, что есть окрасочные маски, которые позволяют нам собрать полностью модель и уже окрашивать вместе с элементами остекления одновременно всю модель. Ну и декали, куда же без них. Надо разобраться, какая декаль к какому варианту относится. И это моя первая такая грандиозная модель. При сборке был главный вопрос, как грамотно будет членить установку, чтобы было ее максимально удобно красить. И в итоге я решила сделать отдельно ходовую часть и элементы интерьера, которые красятся в цвет внутренних поверхностей пусковой установки, то есть светло-голубой. У набора с точкой есть плата фототравления, и из травленных деталей выполнены мелкие элементы интерьера. Хотя качество фототравления мне не понравилось, например, после обжига оно не стало столь пластичным, как это бывает с фототравленными деталями из других наборов. На фоне своих межконтинентальных коллег тактические ракеты выглядят гораздо скромнее, но возможность забросить с большой точностью ядерный заряд на расстоянии в несколько сотен километров делает тактические ракетные комплексы грозным оружием. И недаром некоторые военные эксперты считают тактические ракеты стратегическими ядерными силами. Ракетный комплекс 9К-79 выпускался в Советском Союзе с 1973 года и стоит на вооружении российских вооруженных сил по настоящее время. В ходе эксплуатации точка несколько раз модернизировалась, а знаменитый ракетный комплекс «Искандер» — это прямой потомок точки. Разработка нового тактического ракетного комплекса в СССР началась в середине 60-х годов. Тогда Министерство обороны Советского Союза инициировало работы по замене выпускавшихся ранее тактических комплексов «Луна» и «Луна-М», и предполагалось, что боевой потенциал нового комплекса будет усилен не за счет более мощной боевой части, а за счет большей точности его наведения. Анализ тактических ракетных комплексов показал правильность такого подхода. Более точная ракета могла бы уничтожить цели с большей эффективностью и при этом не иметь особо мощной боевой части. Отмашку к началу работы над новым ракетным комплексом дало постановление Совета министров СССР от 4 марта 1968 года. Комплекс предназначался для поражения наземных средств разведывательно-ударных комплексов, пунктов управления самолетов и вертолетов на земле. Ходовая часть интерьера собрана, и теперь настало время загрунтовать эту подсборку. А пока грунт сохнет, я займусь фигуркой. Внутри кабины будет сидеть советский водитель в советской поздней военной форме. И, к сожалению, выбора фигурок на эту тему практически нет, поэтому мне пришлось раздобыть набор от ICM, который в настоящее время в России найти довольно-таки сложно. В коробке всего 2 фигуры водителей, и предполагается, что их надо будет сажать либо в ЗИЛ, либо в КАМАЗ от той же фирмы ICM. Сборка не заняла много времени, а качество фигур для пластика вполне себе вменяемое. Разработка сразу 2 новых ракетных комплексов началась в МКБ «Факел». И интересно, что за основу для тактической ракеты «Земля-Земля» была взята зенитная ракета Б-611 комплекса М-11 «Шторм» морского базирования. Первым появился проект под кодовым названием «Ястреб». В нем предполагалось использовать радиоэлектронную систему наведения ракеты. В этом случае баллистический боеприпас совершал бы полет на активном участке траектории в соответствии с командами, посылаемыми с Земли. Немного позже, в 1965 году, на базе «Ястреба» создали проект «Точка». От предыдущего ракетного комплекса «Точку» отличала система наведения. Вместо сравнительно сложной в производстве и эксплуатации радиокомандной системы было предложено использовать инерциальную, которая стояла на нескольких предыдущих отечественных тактических ракетных комплексах. Именно этот проект и получил дальнейшее развитие, хотя и был полностью переработан. А за кадром я окрасила в основной цвет интерьер точки, и теперь часть деталей интерьера я окрашу вручную, а часть при помощи аэрографа, и позже окрашенные детали я приклею к основе. А, кстати, с остатками боевой части ракеты комплекса .У можно ознакомиться в экспозиции трофеев в музейном комплексе в Кубинке. И в начальный период СВО эти ракеты наделали довольно много бед, и потом, видимо, они просто кончились. Над новым проектом трудилось около 120 предприятий и организаций, поскольку требовалось создать не только ракету, но и колесное шасси, пусковую установку, комплекс электронного оборудования. Основными разработчиками и производителями агрегатов комплекса «Точки» стала ЦНИ, автоматики и гидравлики, создавшие систему управления ракеты, Волгоградский завод «Баррикады», сделавший пусковую установку, а также Брянский автомобильный завод, на шасси которого были смонтированы все элементы этого комплекса.
Ракета устанавливалась на плавающем шасси ПАЗ-5921, созданное на Брянском автозаводе. На его основе создали боевую машину 9П-129. Шестиколесная полноприводная самоходная пусковая установка оснащалась 300-сильным дизельным двигателем. И это позволило боевой машине с ракетой разгоняться до 60 км в час по шоссе. Поработаю над солдатом. При росписи я буду использовать снайперные краски. А на этом фото вы можете увидеть, как видят 35-й масштаб украинца, а как китайцы. Советский водитель явно чувствует себя гулливером на небольшой табуретке в кабине. Так что, оказывается, в разных частях света разные понятия о 35-м масштабе. Я собрала 2 части ракетной установки, а щели спрятала за модельным скотчем и окрасила в базовый цвет. Тут я применила краски цвета 4БО от фирмы Мачете. И, кстати, эту краску можно найти в магазине «Модельная лавка». Это спиртовые акрилы, и можно сказать, что это замена японской Томии. Интерьер у меня готов, и можно нанести смывку. И, кстати, декали, изображающие приборный состав ракетной установки, были выполнены на очень толстой подложке, и они просто не смогли натянуться на рельеф циферблатов и кнопок. Так что мне пришлось электротехнику окрашивать вручную. На подготовку к пуску с марша по нормативам отводилось не более 20 минут. Большая часть этого времени уходила на обеспечение устойчивости пусковой установки при пуске. Прочие процедуры были куда быстрее. Так, на передачу команд в систему управления ракеты требовалось менее секунды, а последующий подъем ракеты в вертикальное положение занимал всего 15 секунд, после чего ракета сразу могла стартовать. Приклею водителя на свое место. Кстати, благодаря подсказкам в комментариях к записи к моим социальным сетям я нашла способ, как усадить богатыря на китайскую табуретку. Просто отогнула спинку назад. Прорисую светотехнику на пусковой установке. Я собрала модель воедино, и это было довольно сложно. В модели не были предусмотрены допуски под слой краски и грунтовки, и поэтому крышка модели никак не хотела надеваться на базу. И мне пришлось разобрать практически всю модель, чтобы найти то место, которое не давало надеть верхнюю половинку на нижнюю. И осталось поработать маслом. Вначале я нанесу смывку на корпус модели. Полет ракеты 9М79 на максимальную дальность в 70 км занимал чуть более 2 минут, и за это время расчет из 3 или 4 человек должен был перевести боевую машину в походное положение и уйти с позиции, а на процедуру перезарядки отводилось 20 минут. Помимо России, ракетными комплексами «Точка» располагают и другие страны, и прежде всего это бывшие республики СССР. Некоторое количество самоходных пусковых установок, вспомогательной техники и ракет осталось в Белоруссии, Украине, Казахстане, Армении и Азербайджане. И кроме того, некоторые из этих стран покупали и продавали оставшиеся точки, в том числе у друг друга. А за пределами бывшего СССР ракетные комплексы «Точка» стоят на вооружении таких стран, как Болгария, Венгрия, Ирак и Северная Корея. А сейчас я применяю метод масляных точек. И, кстати, обратите внимание, как интересно играет синий цвет на защитной основе. Также существует мнение, что конструкторы КНДР, изучив поставленные им комплексы «Точка», на их основе создали свою ракетную систему КН-2 «Тоска» или «Гадюка». В настоящее время в вооруженных силах России имеется не менее 150 боевых машин и их модификаций. Ракеты «Точка» и «Точка У» применялись во время первой и второй кампании в Чечне. А вот украинские ракетчики, которые, кстати, неоднократно применяли ракеты «Точка» и «Точка У» во время гражданской войны на территории Донбасса, особой меткостью не блещут. Еще до начала боевых действий в Донбассе они продемонстрировали свою квалификацию, и вот об этом пишут украинские СМИ. 20 апреля 2000 года с полигона Гончаровский, расположенного в 130 километров к северу от Киева, была запущена ракета, которая после пуска отклонилась от курса и в 13:05 попала в жилой дом в городе Бровары, пробив здание с 9 по 2 этажи. Погибли 3 человека и были ранены 3. По счастью, ракета была оснащена инертной головной частью, иначе бы жертв могло быть значительно больше. Причиной трагического инцидента Министерство обороны Украины назвало отказ системы управления ракеты. И осталось выделить рельеф при помощи метода сухая кисть. И вот такая модель у меня получилась. И это действительно довольно сложный и трудозатратный проект, но я его победила. И надеюсь, я вас вдохновила на ваши собственные стройки. До новых встреч. Пока-пока.